Я не из тех, кто кайфует от состояния беременности. Как только у меня начинается беременность, я становлюсь поросенком. То есть это сразу округляется талия. То есть вот здесь попа это понятно, тетя уже побольше, хоть в этом плюс, спасибо Господи. Тяжелее гораздо ночью, спать тяжелее, мучаюсь. Вот. Ну и вообще в целом набираю быстрее вес. Мужчина никогда испокон веков не допускался на роды, и так должно быть, и это истина и правда. Я рожала без мужа, муж оба раза в сие сокровенные моменты пил коньяк. Типа это таинство, нет, зачем он мне там нужен? А как Зачем он говорит меня такой он, это, видеть? говорит, это чисто твоя война, ты сама должна это прожить. Мы же женщины или там мы же матери, мы поймем друг друга. Точно в психиатричку не сдашь? Мне нравится и беременной быть, и кормящей нравится. Друзья, привет! Мы наконец-таки в эфире. После такой долгой самоизоляции мы очень соскучились. Я думаю, многие сидели на карантине, многие были в изоляции, многие не занимались ничем. Вот, но помимо этого, у многих, я думаю, в том числе и у меня, появились личные обстоятельства. Личные обстоятельства вот такого плана в виде беременности. И, конечно, первое, что мне захотелось, это снять выпуск про беременных и про все, что с этим связано. Признаюсь честно, это был самый сложный выпуск в плане сбора гостей. Очень многие люди отказались, либо согласились, но потом отказались, хотели денег и так далее. Я никогда бы не подумала, что собрать просто беременных девушек будет так сложно. Поэтому смотрите сегодняшний наш выпуск. Мы постарались сделать его интересным, собрать разных, интересных, с разным опытом беременности и родов девчонок. Подписывайтесь, ставьте лайк и комментируйте. Вероник, скажи, какой у тебя срок, какая беременность и сколько тебе лет сейчас? Начнем с самого неприятного. 32. Беременность по счету 3. В частности, планированная, непланированная. Ну, как уже сказали, если муж есть, значит планированная. Вот, срок вообще штука очень интересная, потому что мы до сих пор не знаем, какой у нас срок. Он колышется от 5 до 7 недель. То есть самое начало. Завтра нам скажут точно, ну так, приблизительно точно. Расскажи мне, пожалуйста, сколько тебе сейчас лет, какая-то у тебя беременность и какой срок? 29 мне сейчас полных, через месяц будет 30, вот. Срок 27 сейчас недель, вторая беременность по счету. Какая у тебя разница между детьми? Ровно 4 года. Слушай, какое отношение, когда это уже третий ребенок? Вот оно какое-то более простое, легкое, что ну забеременела и забеременела. Или все-таки как? Вот поделись эмоцией своей. Ну, первое, знаешь, оно такое было больше сокровенное. Мы очень ждали эту беременность. У нас долго не было детей, мы прям жаждали этого ребенка. То есть это было такое какое-то единение, ты себя пытаешься чувствовать. А вот, мне кажется, уже колышется, ой, меня уже там трогает внутри. То есть такого плана. Второй, это был ужасно неприятный токсикоз, и мне хотелось быстрее, потому что это уже кончилось. Плюс между детьми маленькая разница в 2 года. И думаешь, господи, с одним заниматься, здесь брыкается, или мужу кушать приготовить. А третий, ну, честно, вот меня спрашивают, как твои ощущения? Никаких. Вот вообще никаких. Ну, это пока еще срок маленький, наверное. Ну, не токсикозит, ничего, но безумно хочется крови. Мясо, Главное, чтобы не убить кого-нибудь. Да-да-да. Ну, мясо, в смысле, вот тебе, ну, просто мне тоже хочется мяса постоянно. Это вот эта история. Кусок мяса и еще стакан пива какого-нибудь. Да. И вот это вот. Пиво и мясо. Мне кажется, там сидит мужчина. Вот, да. А в целом у тебя вот отношение к своему телу, оно как-то меняется во время беременности? Потому что я, например, вот честно, из тех, кто не любит это состояние. Ну, просто в силу того, что я банально люблю, когда есть талия. Мне так приятнее ходить. Мне нравится, когда ты легкий, когда на тебя хорошо садятся вещи. Да, вот не закидайте меня камнями, но я люблю это все. Мне кажется, это и визуально красиво, и это ощущение, главное, самое твое, вот этой легкости, классной. Поэтому я не из тех, кто кайфует от состояния беременности. Вот скажи, у тебя как с этим? 3-й раз, потому что я думаю, ты уже себя более чем узнала. Саш, когда есть талия, это очень хорошо, но когда ее нет, то особо не печалишься. Поэтому... Ладно. Да нет. В принципе, как есть, так и есть. Но, конечно, Уже ноги отекают. моментально сразу меня раздувает. Вот как только у меня начинается беременность, я становлюсь поросенком. То есть это сразу округляется талия. То есть вот здесь попа это понятно, тетя уже побольше, хоть в этом плюс, спасибо Господи. И вот так вот у тебя идет пояс. И вот этот пояс, он потихонечку вытягивается. Ну, в принципе,
Ну, конечно, хочется. Хочется обратно надеть свои вещи. Банально спать иногда, да, неудобно, ходить неудобно, там, нос вот этот вот, ноги вот эти вот. Нос, Там да. у кого чё? Нос, кстати, вот тема, вот эта вот картошка раздутая. Дети твои, как? Их уже двое, как они в курсе или еще не в курсе? Они в курсе. Сын сразу сказал, а зачем он туда залез? Я говорю, потом узнаешь, что спросишь. Я говорю, он там есть. Он такой, а зачем он там? Что он там делает? Я говорю, ладно, потом как-нибудь узнаешь, время придет. Но момент ревности какого-то или непонимания вот этого пока еще... Пока еще нет, ну пока. Но надеюсь, что и не будет. Но все-таки полегче, двое. Потому что, например, у меня у подруг есть дети, и они говорят, что там в районе 7-8 лет. Говорят, мы, братьев и сестер, не хотим, потому что ты не будешь обращать на нас внимание, а будешь с ними. Я говорю, но эгоизм – это штука такая, тут как бы ничего не сделаешь. Есть какие-то прям вот принципиальные отличия между первой и второй беременностью, по твоим Да. ощущениям? Да. В Расскажи. этот раз мне тяжелее гораздо ночью, спать тяжелее, мучаюсь. Вот. Ну и вообще в целом набираю быстрее вес. В первую беременность у меня вообще был маленький набор, там 8 килограмм за все время, сейчас уже 12. Мне знакомо, да. Поэтому Так же. потяжелее в этот раз. Я просто не знаю, как у тебя, вот скажу за себя. У меня не было ни первой, ни второй беременности токсикоза в явном виде, да. Но в эту беременность, например, у меня очень сильно обострилось обоняние на первых сроках. Просто вообще это было неимоверно. То есть меня раздражали запахи многие родные и близкие настолько, что это было просто сложно жить. Вот, этого не было в первую, да. Про вес я с тобой соглашусь. Вроде бы разница по возрасту не очень большая, а в итоге набираешь и округляешься. Мы сегодня все круглые. Старший ребенок, мальчик, я так понимаю, как он вообще ожидает, как он отреагировал на такое известие? Сейчас он уже понимает. До этого он не понимал, ну, наверное, и живота не было. Мгм. Когда я ему там сказала, у тебя будет там братик или сестренка, он сначала не понимал, где она, что там, откуда. Как она попала туда? Откуда? Да. Сейчас, когда уже есть живот, он там, да, трогает, начинает разговаривать. Вот последние 2 недели он стал разговаривать уже с ней. Мгм. Ну, уже понял, что сестренка, хотя хотел братика. Вот. Да. Сейчас уже какая-то активность с его стороны в ее сторону есть. Вот, кстати, скажи, это интересно, ты это уже проходила, мне это только предстоит. Когда появляется уже второй ребенок, сложно ли этот момент ревности, вот этот вот он присутствует? Мне кажется, его вот я слышу, многие очень проходят по-разному родители, но все меня убеждают, что от этого никуда не деться. Ну, у нас разница с тобой получается большая между детьми. То есть у детей 2 года разницы, то есть он, в принципе, еще не понимал, что это такое, с чем Просто это едят. компания А у тебя, появилась. получается, будет 6 6 лет. да. То есть как бы момент в другом. Или это будет безумная ревность, или у тебя будет шикарная помощница, которая прям будет... Я просто наблюдала такую картину. Мама, не трогай, я сама покормлю. Думаешь, господи, спасибо тебе большое. Вот, поэтому тут уж как повезет. как повезет. Как, опять же, да, сама знаешь, там нельзя ребенка ущемлять, да, ты моя любимая, мне очень нужна твоя помощь. То есть, ну, по психологии, я думаю, что сориентируешься. И раз мы начали говорить про еду и про похудение, были и есть ли у тебя сейчас какие-то интересные пищевые предпочтения? Вот тебе чего-нибудь хочется очень-очень? Мороженое. Мороженое? Ну, я помню, в первую беременность тоже я его ела, да. Но Ну, тогда это не влияло на вес, а тут, мне кажется, из-за карантина, из-за того, что мы долго сидели дома, все-таки это повлияло. Всякие блюда готовили Там постоянно. что-то такое вот из серии вино, вот такое вот алкоголь, что-то хочется или нет такое? Ну, я могу позволить себе бокал вина белого, красного вечером, ну, не больше. Да, я тоже, кстати, хочу сказать, что я даже в этот раз предварительно у врачей узнавала у 2, потому что первая беременность у меня девочка, и она была девочковая такая, вот удивительная особенность. Я ела фрукты, очень много сладкого, а вторую, сейчас мы ждем мальчика, просто даже до того, как мы узнали, что мальчик, мне хотелось пива и мяса, ну, то есть вот постоянно, поэтому... Я, конечно, тоже узнала, я говорю, а можно ли, на что мне сказали, ну, бокал хорошего вина всегда можно, как бы даже. И плюс еще, от чего лично я не отказывалась, ни первую, ни вторую, это кофе. Мы сегодня неоднократно обсуждали наши вкусовые пристрастия во время беременности. Так вот, лично мне оба раза очень хотелось сладкого. И поэтому я сегодня особенно рада снимать у своих старых знакомых в кондитерской The First and Dot. Ребята раньше делали только доставку, пирожные, торты, но сейчас у них появилась очень уютная, классная кофейня. Мы оставим ссылку в описании, переходите, заказывайте. Я сама неоднократно заказывала, гарантирую, это очень вкусно, не пожалеете. Последние полгода в Инстаграме мы
стали видеть интересные, необычные фотографии с самих родов. Мне кажется, раньше такого не было, это какое-то новое веяние. Наверняка многие видели фотографии Тимати и Анастасии Решетовой, вот, очень трогательные, очень необычные. И у нас сегодня фотограф Алина, человек, который присутствует на родах и который может запечатлеть самые-самые яркие, самые трогательные моменты этого процесса. Алин, расскажи, как вообще это пришло в твою жизнь, потому что мне кажется, что это такое таинство, что это такой очень интимный момент. И я вот, например, сама про себя думаю всегда, что большой вопрос, хотелось ли бы мне, чтобы меня вот снимали вот в столь эмоциональный момент. На самом деле, ну так как ты уже бывала тоже, да, в родах, ты уже знаешь, чего ожидать. Первый раз, кстати, скажу кратко, мода уже именно в России лет 5. Ну как, не мода, это веяние началось, но До меня поздно докатилось. Но именно сейчас это начинает набирать обороты и становится более, скажем так, открытым и доступным, потому что фотография, в принципе, 5 лет назад была совсем другой в России. Если говорить про Россию, если это Европа и США, то там это развито, и до сих пор это очень сильно отличается. Наверное, лет 5 минимум мы будем идти еще к тому, что у них сейчас. У нас очень закомплексованные люди, которые стесняются каких-то своих физиологических, да, то есть потребностей, то есть таких вещей, которые, в принципе, ну, это природа, и ничего такого здесь ужасного, там, некрасивого, как некоторые думают, нету. Ну, на самом деле люди идут к этому, то есть освобождая свои мысли, освобождаясь вообще от вот этих оков, которые еще, наверное, навязаны Советским Союзом, да, где до сих пор я встречаю врачей, которые говорят: вы что, это же таинство, женщина должна оставаться загадкой для мужчины, должна быть чуть ли не книга, которую нужно там прятать, и он должен потихоньку все это открывать, но рождение, как мужчина никогда испокон веков не допускался на роды, и так должно быть, и это истина и правда. Но я с такими людьми не спорю, потому что как можно переубедить вообще в таких вопросах? Это либо человек доходит до этого, да, либо вот новое поколение, они более раскрепощенные. На самом деле я тебя слушаю, и мне кажется, что это больше, конечно, вот как раз про внутреннюю свободу какую-то. Когда ты принимаешь себя, свое тело и считаешь это чем-то естественным. То есть это отсутствие комплексов. Да. То есть, и, естественно, такой фактор есть, как доверие. Доверие человеку, который будет присутствовать на самой важной части жизни, потому что рождение своего ребенка, никакая свадьба, там, я не знаю, юбилей или что-то, на который ты можешь пригласить своих друзей или родственников. То есть рождение, это даже в голову не придет, там, допустим, пригласить стороннего человека. Но фотограф — это тот человек, который, в принципе, не заметен. Вот я как хамелеон практически. Как тебе пришла эта мысль вообще? Мысль как пришла? Как ты начала это? Это же не самая банальная история. Это началось с моих первых родов. То есть мы рождали совместно с мужем по ОМС в обычный роддоме города Краснодар. Я не знаю, почему мне тогда мысль была, что я хочу именно родить в Краснодаре. Мы из Москвы как раз поехали туда. Но вы из Москвы из поехали? Москвы поехали туда, да. Мне все знакомые, коллеги говорили: Алин, ты сумасшедшая, все едут в Москву, чтобы родить. Мне вот именно захотелось туда, потому что, ну, во-первых, там у нас дом, не хотелось уже ребенка, да, новорожденного возить, там, то есть самолеты, перелеты. И в то же время у них такой поток пациентов, да, что все дошло до автоматизма. Ну и плюс по каким-то мелочам все, что происходит после родов, да, мне очень нравится. Там к естественности больше было на тот момент, чем даже у нас тут в ближайшем Подмосковье. Ну, я не говорю про какие-то там платные клиники Москвы. Я, знаешь, тебя хотела вернуть вот в первую беременность. Мне всегда очень интересно, как каждая женщина это проживает, потому что вот могу вспомнить свои воспоминания после первых родов и после первой беременности. Вот у меня было, знаешь, как откровение какое-то, что это вот что-то такое неимоверное со мной случилось, какое-то таинство, какая-то такая волшебная вещь, которая объединяет всех женщин вообще на планете, везде. Я думала, вот оно что, когда говорят друг другу: ну мы же женщины, мы поймем друг друга, или там, ну мы же матери, да, там вот вы же меня поймете. Ну, то есть пока это не произошло, честно скажу, я не понимала. И для меня это был какой-то гигантский инсайт, что это вот то незримое, что, возможно, объединяет вообще всех женщин. Вот у тебя были какие-то такие
интересные мысли или откровения на этот счет? Я всегда считала это таинством, ну, потому что именно женским таким, да, каким-то, ну, во-первых, не брала мужа с собой на первые роды, потому что считаю это Интересно, да. таинством, вот, забегая вперед уже, да. То, что сейчас, наверное, я уже почувствовала, что всех мам объединяет вот это чувство материнства. Мы же знаем, мы же мамы. Вот. Но тогда, наверное, так остро нет. Ближе уже сейчас я больше чувствую, когда у меня уже ребенок подрастает, больше понимать начинаю. Когда ты больше в это вошла и времени, Да. и сил отдала. Да, да. А по поводу мужа, я так понимаю, ты не сторонник совместных родов. Сейчас уже я бы его взяла. Поясни, почему? Почему? Ну вот Что как раз поменялось? Первый раз у меня было такое чувство, что типа это таинство, нет, зачем он мне там нужен? А Зачем он меня такой видеть? говорит, это чисто твоя война, ты сама должна это прожить. Вот. А сейчас я бы хотела, чтобы он побыл, но до самого там важного момента, да, а потом вышел, вот, ну, чтобы чисто поддержать меня именно во время схваток. Вот этот момент нужен кто-то рядом. И муж, я думаю, отлично бы подошел, но он не хочет, он боится. Очень, на самом деле, интересная тема. Вот, кто рожал вместе, напишите нам, как вообще это все прошло. Потому что мой супруг, например, тоже такую вот мужскую, наверное, позицию высказал. Он говорит, понимаешь, мужчина заточен на то, чтобы вот как бы решать проблему, да, конкретно здесь и сейчас. А это, говорит, ситуация, в которой я тебе ничем не могу помочь. По-женски, по-человечески, вот когда ты была беременна, когда ты родила, для меня это было, вот знаешь, как меня озарило, что это вот какая-то такая тайная связывающая нить всех женщин на планете, Есть, что есть. это, да, что вот это вот обозначение, что мы же женщины, или там мы же матери, мы поймем Да. друг друга. То есть вот я поняла, что, боже мой, это все проходят, и Да. вот это вот все знают, оказывается, а почему никто не говорил, что оно вот такое, вот так. Вот у тебя были какие-то такие вот... Да, у меня вот Инсайты. такие эмоции, что как будто ты попадаешь в какое-то понимание вообще жизни, да, и через что проходит женщина, и даже отношение к маме становится другое. Когда ты сама становишься мамой, ты по-другому смотришь на своих родителей. И вот именно в этот момент настолько хочется окунуться в атмосферу молодости своих родителей, когда ты маленький. Я не знаю, замечала ты, нет, что вот хочется пересмотреть, на кого похож ребенок, да, то есть в каком возрасте, а какие были родители, а чем они занимались. Самое интересное, что вот съемка родов, эти фотографии, они позволят нашим детям окунуться. То есть в это, в момент, когда мы там, то есть родители молодые, когда они вот именно глаза горят, и всегда хочется, мне кажется, вернуться к этому. А по поводу озарения, да, я стала совсем другая, мне кажется, у меня жизнь просто перевернулась. Все, чем я занималась до, это было совсем другое, скажем, такое направление, да, у меня не было понимания, чего я хочу. Именно с рождением ребенка я поняла, что я хочу снимать детей, хочу снимать семьи, а потом уже мне пришло это к родам. Мы оставим обязательно ссылку на Алину, как на фотографа. Это очень, я думаю, личное решение, нужен вам фотограф или не нужен на родах. Но вот мне, например, очень понравилось, и я даже уже начинаю склоняться в сторону «за». Вот. Я тебя спрашивала по поводу каких-то инсайтов или мыслей после того, как ты стала мамой. Я понимаю, что это у тебя уже давненько было, да? 3 ребенка почти назад, но какие-то у тебя вот появились вот какие-то, вот какие-то важные открытия про себя, про жизнь, про людей? Честно, может быть, я покажусь... Ну, я довольно-таки, в принципе, жесткий человек, выращенный в мужской компании на улицах, но как бы это ужасно бы не звучало, вот есть беременные женщины, да, и те, которые уже родили женщины, девушки и женщины и так далее, которые говорят, ой, я беременная, быстрее охраняйте меня, берегите меня. И что, беременность – это не болезнь. Ничего тут нет плохого, да, такого, что все должны над тобой трястись. То же самое касается и мам с колясками. Да, я сама была и с колясками. Очень тяжело, согласна, когда ты стоишь в том самом Ашане, у тебя вот этот вот маленький комочек хочет кушать, и ты не можешь достать бутылку, потому что у тебя сисяо. Вот, и тебе нужно это как можно быстрее. Это, к примеру, у тебя Новый год, эти куча продуктов, безумная очередь, все воняют, вот это бесит безумно. Но, опять же, в хороших магазинах есть специальные кассы для беременных и мам с детьми, скажем так. У меня никогда не было такого, чтобы я подошла, сказала, так, пустите меня в лифт, да, вот как сейчас блогеры записывают. Почему для нас нет отдельной парковки? Ну, ребят, все как бы как выкручиваются, как могут. Ты поняла, что это естественная история, и никто тебе ничем не обязан. Вот это самая главная тема. Как бы и все это ужасно это проходят, да, и что как бы, потерпи. Хочется отношений, да, очень хочется. Это жизнь крошка, да, то есть
Кто-то тебе уступит, кто-то тебе не уступит. Также и в метро. Не надо бить его ногами по коленкам и говорить, ты что, козел, не видишь, я же с пузом, бить его там пузом по щам. Да, как бы, если это мужик, то он уступит. В чем самая, кстати, прикольная тема, что в основном уступают женщины или мужчины кавказской личности. Я согласна. Они да. абсолютно по-другому относятся. Если наш Вася, он проходит, и вот представляешь, вот я с пузом, с коляской, корячусь, пытаюсь по ступенькам спуститься, Да. никто же не думает, что людям нужен пандус, да, то есть это вот еще один момент. Никто не обязан тебе делать этот пандус. Выживаем как можем. И ты корячишься, ты спускаешься. Вася проходит, он на тебя посмотрел, у меня дела, я опаздываю, и ушел. А ребята, они спускаются, даже если они ушли, они спускаются, мы вам поможем, все, девушка, там, добра, здоровья вам. Я согласна. Ребята с Кавказа или азиаты, они в этом плане более лояльные, у них как-то вот это вот заложено, видимо, да? Да. Абсолютно с тобой согласна, что чаще всего именно они уступают. Поэтому, когда говорят, что вот там такие-то, я говорю, ребят, ну вы не сталкивались. Да, вы не ходили беременные. Вы не ходили беременные, вы не ездили в метро по пешеходкам и так далее. По поводу, кстати, взаимоотношений с мужем, с близкими, вообще как-то у тебя меняется ощущение себя в семье во время беременности? Ты, может, более раздражительной или, наоборот, становишься мягкой, гармоничной? Вот какие-то трансформации? Временами по-разному. То я очень мягкая и гармоничная, то... Тебя кидает. Да, начинается. В первую я была вообще очень гармоничная. А сейчас у меня бывают вспышки какие-то. Ну, может, от усталости, да, бывает. Потому что ребенок еще, наверное. Да, да. Ну, Ну, какие-то еще вот такой есть прям у возраст. тебя такие вот, я не знаю, бывают какие-то такие особенные случаи, что вот, не знаю, как ты себя необычно ведешь, может быть, в семье, или, может, тебе чего-то хочется необычного, побыть в одиночестве, или наоборот, там, не замечала? Ну, в целом я стараюсь вести себя, как вела всегда, но бывает, что сильно накатывает вот какое-то вот это вот прям... Раздражение? Да. И я стараюсь уйти, успокоиться и вернуться. Но бывает, да. Ты помнишь, что самое безумное и необычное тебе хотелось за все твои беременности? Поесть, сделать? Точно в психиатричку не заберут? Я надеюсь, нет. Я, хочу например, не обе сдавать. беременности ем мел. Вот прям заказываю коробку, но это такое, наверное. Ну да, я знаю, я у тебя контакты, кстати, записала. Да. Вдруг меня Но на самом деле, если вам хочется чего-нибудь такого, на самом деле это говорит о недостатке большом некоторых веществ. Например, ума, как у меня, да? Ну и в том числе, в моем случае, это железо, кальций, но вот это ощущение, как хрустит мел на зубах. Я могу даже его потом не проглотить, но пожевать это прям аж до трясучки. Обе беременности, вот, это я. Губка для мытья посуды. Есть? Вот так где-то. Серьезно? Точно в психиатричку не сдашь? Нет. Ну Я ты прям поворачивала. свежую, новую брала и что, и Нет, ела? с Фейри. Обязательно с Фейри. Вот, к примеру, у меня сидит подруга, мы с ней пьем чай, я к ней поворачиваю спиной, мою чашку, она говорит, ты что там делаешь? Я говорю, пожалуйста, только не говори никому. Беру так, Ну, в смысле, ты носом туда, что ли? нет, кусаю губку. Ты просила самое Слушайте, это интересно. Так что у Вот, беременных есть много секретов. Напишите, да, свои вот эти вот секретные, сумасшедшие вообще действия, желания. У кого что, это дико интересно, потому что настолько они разные То, у о чем мы всех. говорили. Да, ну, а мне, кстати, еще запах комота нравится. Вот я не могу вот именно Комота? комота, да, вот этот порошковый. Вот он что-то, ну, короче, вот, видимо, А все, запах что... метро. Я спускалась с метро, у меня Нет. подкашивались ноги. Я стояла, вот так вдыхала и говорила, господи, я хочу работать водителем поезда. Вот просто вот до истерики. У меня были моменты, когда я ходила по улице, гуляла еще с первым ребенком. Сейчас, кстати, третий ребенок, то же самое все повторяется. Я хожу, гуляю, я понимаю, что мне нужно стимулировать свое хорошее настроение. Я спускаюсь вниз, в метро, к дверям, нюхаю и выхожу. Тоже кому что. Ну, это как запах поезда, наверное, он такой специфический. Вернусь к теме родов, да, совместно с мужем. Когда мы вместе рожали, был такой момент, о котором я, наверное, единственный в жизни, о котором я буду всегда жалеть. У меня не было возможности запечатлеть те эмоции, которые мы испытали, которые я видела на его лице, когда ему вручили ребенка. У меня даже был момент, когда я ему говорю, дай мне телефон, я хочу сфотографировать. Он говорит, как? У меня 2 руки заняты, я не могу. Я говорю, берешь одной, другой телефон и мне даешь. И не получилось, то есть этих кадров, и они у меня сидят в голове, я их помню, но я не смогу передать, показать это своим детям, которые должны знать, насколько их ждали, насколько
гадали, какого цвета глаза будут у ребенка, как он будет выглядеть, на кого похож. И вот эту любовь, именно она в родах очень видна. То есть особенно если присутствует мужчина, это такое вот слияние мужского и женского, когда мужчина поддерживает, как ни странно. Там многие считают, что да, есть, которые могут упасть в обморок, там, которые боятся, страшатся, Мне не кажется, хотят. знаешь, если честно, больше опасаешься последствий потом. Да. Ну, то есть туда же и сексуальное но влечение, на самом и всё деле, как остальное. показала моя личная практика, то Вас это сблизило. у нас просто. сблизило, и вот я не знаю, как описать это словами чувства, у нас отношения стали больше, чем любовь. То есть мы любили взаимно друг друга, но после рождения нашей там долгожданной, запланированного ребенка, девочки, мы перешли в какую-то другую совершенно плоскость, когда ты доверяешься полностью человеку. То есть ты прошел с ним самый такой вот ожидаемый, но сложный этап в жизни, то есть именно рождение, да. Слушай, а вот ведение блога, потому что ты не стандартная, необычная такая беременная девушка, ты ведешь активно блог, делишься. Как оно влияет вообще на процесс беременности? Наверняка ведь люди тебе очень много пишут своих мыслей, комментариев, как это у них было или есть, учат жизни, может быть. На процесс беременности никак не влияет, потому что... Ну, твое состояние, да. На мое состояние в целом, ну, как-то у меня адекватный какой-то подписчик, наверное, но мне мало гадостей пишут. Ну, бывает, там что-то пишут, там комментарии какие-то. Бывает, вот, кстати, накатывает, что что-то напишут, и думаешь, нет, неправильно, почему так? Потом я как бы себя успокаиваю, я уже научилась абстрагироваться от этого. По поводу отношений с мужем, с родственниками, с друзьями, есть ли какие-то кардинальные изменения? Ну, типа, знаешь, вот что мужчины считают, да ты половину мозга отдала там ребенку, да ты ничего не соображаешь, там, ну, знаешь. Ну, например, я чувствую по себе, что я прям, ну, реально становлюсь более рассеянной, становлюсь более медлительной. Вот у тебя есть? Ну, это же естественно процесс для женщины, для беременной, когда ты отключаешь свой мозг, и у тебя все мысли уходят туда, в область пузика. Да, и то же самое касается и послеродового периода, да, то есть у тебя просто полная абстракция от всего, ну, как бы временами что-то выскакивает, да, сознание появляется, а так у тебя все, у тебя ребенок. Но вот у меня, кстати, такого нету, особо не было, да, потому что я была вся в работе, и мне было тупо некогда этим всем вот углубляться. И я не такая, скажем так, я же мать, которая полностью там мужа не люблю, никого не люблю, у меня только ребенок. Нет, в первую очередь я все равно люблю себя, и это нужно понимать. Дальше как бы идут муж, ребенок и так далее. Опять же, сама знаешь, не любишь себя, не любишь никого. Поэтому... Я тебя поддерживаю по поводу работы. Я так понимаю, что обе беременности и третью сейчас ты была постоянно в процессе, то есть ты занималась, ты работаешь на себя, и у тебя всегда какая-то деятельность есть. Останавливала ли ты ее как-то? Как вообще это повлияло? Вот то, что у тебя будет уже 3 детей, вот это совмещение работы и детей. Мне кажется, очень актуальная сейчас тема. Слушай, ну вот в 2 делах, которыми я занимаюсь, у меня есть шикарная девочка-администратор, которая делает все. То есть, начиная от ведения Инстаграма, заканчивая общением с клиентами, формированием посылок, отправкой, логистикой и так далее. То есть, в принципе, она обучена так, что я могу расслабиться и вообще не заниматься этим даже пару месяцев. То есть, система налажена, и как бы она ее ведет. Что касается пивного магазина, тут дела сложнее. Потому что там постоянно надо присутствовать. Но благо он находится через дорогу от моего дома. И находиться, конечно, там нужно. Но у меня есть муж. Я думаю, что он мне поможет. Кстати, по поводу вот самореализации, работы, карьеры. Ты до первой беременности чем занималась? Вот блог я начала вести как раз беременная первым сыном Леней. А до этого я училась, заканчивала институт беременная. Диплом получала. Я просто что хочу к чему подвести, сказать, что часто во время, вот это, знаешь, как это есть фраза, декрет открывает таланты. Я вот прям слышала не раз, и меня это тоже поражало, что женщина пока сидит в декрете, собственно, ну и я в том числе в первом декрете начала свое дело тоже. И прям вот, знаешь, вот какие-то такие вот силы появляются на это желание, и в то же время, потому что тебе не хочется от ребенка отдаляться надолго, потом выходить на работу, и я знаю такие случаи, когда это очень тяжело дается, и поэтому женщина не стремится выходить на работу. Поэтому вот у тебя какие-то случились изменения на этот счет, что ты для себя приняла решение, может быть, вести блог активнее и быть более самостоятельной для того, чтобы
чаще находиться с семьей? Но это желание точно появилось, когда появился ребенок, потому что, да, хотелось быть с ним, и я увидела, что действительно можно быть дома и чем-то заниматься из дома. Мгм. И это начало приносить какой-то доход, да, поэтому, конечно, почему бы и нет. Блогерство, оно же занимает много времени, и в любом случае, если переусердствовать, это в ущерб идет семье. И у нас с мужем есть такой уговор, чтобы это было не в ущерб. То есть, ну, чтобы я выполняла там свои какие-то обязанности, как мама, как жена, Мгм. и при этом, чтобы мое блогерство не перекрывало это все. Потому что бывают моменты, когда я там очень сильно вливаюсь, начинается много работы, я перестаю что-то успевать. И я нервничаю, и все нервничают. Вот я стараюсь держать этот баланс, чтобы даже больше было семьи, наверное. Про помощников тогда. Расскажите, тебе кто-то помогает, помогал? Да, у меня есть прекрасная мама, которая с одним не помогала. Со вторым она уже на надрыве. Что будет с третьим, я не знаю. Мне безумно жалко этого человека, но я безумно благодарна. Честно, если бы мне скинули 2 детей, а уж тем более 3, мне кажется, меня больше, чем на 2 часа бы не хватило. Она живет с вами или она живет Нет, отдельно? она живет в Сосенках, мы в теплом стане, она в Сосенках. То есть, в принципе, там удаленность в районе 10, наверное, километров, Мгм, где-то так. мгм. Бывало так, что бабушка, срочно нужно. Она такая, ну, еще кофе попью, приеду. Ну, молодец, таких мало на самом деле. Ну вот мама Мне иногда мужа, она кажется, далеко. что да, если бы у меня было больше помощи, мое материнство, оно очень одиночное было. Может, из-за этого такое отношение у меня. То есть я очень долго никого не хотела, потому что было мало помощи. И вот эта невозможность вырваться куда-то, да, Невозможность отделиться от сходить. этого ребенка. Я думаю, что помощь очень важна, минимальная хотя бы даже мамочки молодой. У меня есть подруги, у которых нет родственников, ни мужа, ни своих, там, к примеру, или удаленность, или, в принципе, отсутствие. И они пользуются услугами нянь. Да, ко мне няня тоже рано Мне очень попала. страшно. Вот у нас была няня, которая, шикарная женщина, она именно была нянечка у сына в саду. Да, и когда вот как раз-таки пошло вот это безумное сокращение всего персонала, она у нас иногда с детьми сидела. Во-первых, у меня дети ее знали, она их знала, она безумно спокойный человек. Я не представляю, как так можно, да? Ты, к примеру, даже через агентство к тебе приходит человек, ты его видишь первый раз в жизни, ты говоришь, вот, пожалуйста, моя Машечка, я пошла там на день рождения, там, я не знаю, к друзьям, кумовьям и так далее. То есть я, например, не смогла бы расслабиться, думаю, что какая-то там тетя Глаша, я не знаю, Гюльнара и так далее в данный момент находится с моим ребенком. Тем более, ты знаешь, сколько случаев было всяких отвратительных. Должно совпасть, и у тебя должно появиться доверие к этому человеку, ну ты как бы видишь, ну раз оставил, 2 оставил. У меня была почасовая няня достаточно рано, как раз-таки, когда я начала свой бизнес, свой бренд, и мне просто, ну это безысходность была, Да. мне просто некуда было, в общем-то, вот. Девать, поэтому мне везло, ничего не могу сказать, то есть мне везло, это причем были такие классные девчонки, тоже достаточно молодые, там, противницы телевизоров, я не знаю, но умеющие играть, завлекать детей, то есть это прям везение было, вот, и сейчас вот ко второму ребенку я тоже планирую привлекать ребенка-няню планирую привлекать, да, потому что, ну, это, конечно, облегчает, если нету бабушек, если там частых, у бабушек может быть своя жизнь там, и так далее. Бабушки Вот. элементарно не устают в силу возраста даже. И это тоже, да. У тебя, грубо говоря, вот это твое новое хобби-работа, да, сложилось, ну, грубо говоря, от собственной боли, да, что вот Да. у тебя был настолько Да. всплеск эмоциональный, и тебе захотелось, что, блин, круто было, если бы меня бы кто-нибудь, да, вот снял, сфотографировал, запечатлел, и что ты решила заняться этим. И это, вот это на самом деле интересно. Вот не было ли даже такого, что, допустим, человек, может быть, отказывался в последний момент, вот от есть этого такое. Нет, нервика, что На называется? самом деле есть. Я просто себя Есть- вспоминаю, мне кажется, ты вот была последней, кого я хотела видеть. Есть я тебе честно стоп-слово, скажу. есть стоп-слово, то есть о котором мы договариваемся, и именно когда идет процесс схваток, да, ну, ты знаешь, Да. последних, то я сама вот лично, Прячусь. я не хотела, чтобы меня даже касались. Ну, то есть Мгм. не говоря уже о каких-то присутствии каких-то там других людей. В этот момент можно вообще не снимать, и я не снимаю. Я снимаю именно, когда рождается ребенок, первые прикосновения, и если, допустим, женщина скажет, что лучше мне не присутствовать, да, я выхожу, но именно когда момент рождения и появления ребенка и прикладывания золотой час, да, есть у матери, то я снимаю именно этот момент. А врачи? Врачи как реагируют? Врачи, как ни странно, вот все, кто мне попадались, встречают на самом деле радостно меня, потому что многие говорят, вот этого не хватает. Фотографии, они окунают нас в ту атмосферу, в истоки наши, и они показывают
как это все зарождалось, как это было, история жизни человека, ведь это очень важно. А вот именно мамы, которые в родах, они абстрагируются. Они не видят все, что происходит вокруг. Зачастую даже бывает и не слышат. Ну да, ты сосредоточен Ты на сосредоточен собственных на себе, на ощущениях. своих ощущениях, да. И это все происходит очень плавно, практически меня незаметно. Замечаю только после, когда уже ребенок родился, и мы уже снимаем, тогда да. Очень часто я слышу в женских разговорах такой спор, что сложнее, сама беременность и роды или первый год, когда у тебя появился ребенок. Вот опять же про себя могу сказать, мне достаточно тяжело дался не то чтобы первый даже самый год, а, наверное, первые полгода. То есть я прям помню это свое состояние, вот этой новизны и невозможности принадлежать себе, как раньше. Да, я как бы вот честно всегда об этом говорю, мне кажется, это очень важно. Ну, то есть у меня не было там ощущения, что я вот такая мать-героиня, и я прям готова всецело себя посвящать ребенку 24 часа. Ты помнишь свои эмоции по этому поводу? У меня вообще наоборот. Вот поделись, это интересно, видишь, мы с тобой здесь разные. Тут я даже не могу, в первый раз не могу разделять беременность, что она мне тяжело далась, или первый год не могу. Мне вообще все легко далось. Я боюсь, что второй раз будет не так. Ну, у тебя были помощники? Или Нет, ты сама была? Нет, сама одна. Я и тоже первый сама. месяц у меня вообще была такая эйфория, что я вообще, это мне кажется, вот самый счастливый месяц моей жизни. Вот до такого состояния. Я прям... Он спал. Слушайте, может, это гормоны вообще все разные у всех? Он спал, ничего ему не надо, он все время спит. Я даже иногда думала, блин, ну сколько он может спать? Хотелось его разбудить, но потому что было скучно. Мне сейчас сложнее, ему 3 года как исполнилось, у него Ну, только кризисы, началась да, вот активность. эти. Кризисы, капризы, он там без повода может плакать, хоть он и говорит хорошо, но бывают какие-то такие ситуации, когда я его не понимаю, чего он плачет, чего он хочет. Ну вот это вот самое сложное было, когда, кстати, я тоже не понимала, когда ребенок кричит, и когда уже вырос, смог как-то сказать, объяснить, это гораздо проще. Когда он маленький, ты не понимаешь, а у тебя просто какое-то отчаяние, я помню, иногда наступает, и ты уже просто не знаешь, что делать. Слушай, ну на самом деле это здорово и удивительно, что вот так вот все. Меня потому что всегда удивляют вот эти женщины, которые перманентно в состоянии беременности. Но мы об этом хотели поговорить с другой героиней. Мне всегда этот феномен, он очень интересен. Думаю, почему кому-то нравится быть всегда беременным. Видимо, наверное, вот действительно вот есть какой-то такой гормон счастья, Да. я не знаю, эйфории. Мне нравится и беременной быть, и кормящей нравится. Я 2 года тоже кормила долго, и мне нравилось это состояние. Мне нравилось, что лишние 500 калорий уходят, что я в хорошей форме, что... Кстати, про вес, да. Мы не так давно обсуждали это. Были очень разные мнения по поводу грудного вскармливания, что оно просто супер помогает похудеть. Когда только ты начинаешь кормить, по себе могу сказать, вот Полина подтверждает, у кого как, да, что вес моментально уходит. Да. И я очень тоже долго кормила, не могу сказать, что я получала огромное удовольствие от этого, это было слишком затянуто, но другая оборотная сторона классная была, что я была очень худая. Поэтому, видишь, ты то же самое подтверждаешь. Твое отношение к родам, есть ли страх еще? Или он пропадает уже? Ну, меня, например, это сдерживало много лет. Вот этот страх перед этой какой-то адской болью, это как откровение было для меня, что это так больно. Я после этого стала ходить к стоматологу и говорить: «Ха, лечите». Наживую. Да, вот. И пропадает ли к 3-му ребенку, к 3-м родам страх перед самим вот этим процессом? Родами нет. Я тебе могу сказать, что первые роды, да, это жестко. Это было очень жестко, учитывая то, что у меня аллергия на все анестетики. То есть максимум, что мне кольнули, это нож пучку, сказали: пошла, гуляй. Я говорю: а как же там эпидуралочка, еще что-то? Он говорит: что? Иди гуляй. Вот, то есть полностью все ножевое, как бы манипуляции после родов тоже все это было ножевое. Первое, это была жесть. После этого я сказала, что может быть когда-нибудь, но, наверное, не в этой жизни. Больше детей не хочу. При том, что второй раз я вообще не поняла, что я уже в принципе рожаю, потому что схватки, ну как бы они были, гуляли. Я ходила по коридору, там, покупала товар, делала поставки в магазин. Вот, а потом такая, что-то щупаю, такая: о, мне кажется, я все, я рожаю. Буквально 3 минуты я родила, то есть вообще не поняла, что случилось. Вот, надеюсь, 3-й будут так же.
У тебя Это все прям были ужас. естественные роды, правильно Да, я все понимаю? сама, все сама. Сравним, сейчас вторая родилась, да, какая та была, в какие периоды. И в то же время получается, что она смотрит, говорит, это я была, говорит, вот этой малышкой, я в этой одежде, которую сейчас вторую одеваем, да, она говорит, То есть, я когда двое была. начинаешь сравнивать. Вам же второй это не показывает. Да, Тебя да, не да, стоит конечно, делать. начинаешь. Потому что Ты думаешь, реально вот класс. Владик в твоем возрасте такой не было, она такая, типа факт показывает, говорит, 3 года. У нас еще хуже сейчас, у нас я вас всех ненавижу, вы слабаки, или тряпки, или еще я хочу других родителей. Я говорю, Она мне тоже «Господи, говорит, я найду себе другую маму. Я ей открываю входную дверь, говорю, иди. Я говорю, познакомить не забудь. Нет. нет, а потом сразу говорит, а ты мне денег дашь с собой? Я говорю, так ты же уходить собралась, в маршрутку иди. Ну, знаешь, что деньги нужны. Ну, Да, да, время да, не да, хватает. это 6 будет. Ну 6 это уже... Да когда тут 2 дня рисуют план победы из садика. Я говорю, тебе так плохо там? Нет, но мы решили, что нам надо сбежать. По поводу совместных родов. Ты рожала с мужем или без? Я рожала без мужа, муж оба раза в сие сокровенные моменты пил коньяк. При том, что я ему кричала в трубку, давай меняться местами, нет, я хочу коньяк. Вот. И, ну, честно, я, конечно, подумываю третий роды о совместнике, потому что я думаю, что этим все-таки третьим я постараюсь все-таки закончить. И этот год должен увидеть, что мы испытываем, чтобы знал, как тяжело все-таки это дается, не просто в магазин сходить. Вот. Ну, а он-то сам как на это смотрит? Ну, он, как он говорит, в душе хирург. Я думаю, что он сможет. Вопрос в другом, нужен ли он там мне. То есть, как бы вот в этом вопрос. А платные и бесплатные роды? Вот оба раза ты рожала платно или бесплатно? Я рожала бесплатно, но с конфетками. Ага, благодарность. С зефирками. Да, ну примерно как я. Но у тебя все удачно в итоге прошло? Да. Третий раз как ты планируешь? Также абсолютно в той же системе, в этом же роддоме, все так же. То есть вообще, в принципе, как бы я рожала а-ля в патологии, потому что у меня очень плохое зрение. Если, к примеру, будут сильно тяжелые роды, чтобы меня кисарили, потому что у меня очень низкое зрение, разрыв сетчатки он может быть. Вот, поэтому меня всегда предварительно клали в патологию, там где-то за день, за два, но всегда получалось, что именно та дата, которую мне доктор ставил, именно в этот день я и рожала. То есть, если, к примеру, в 4 вечера она говорит, ты ко мне приезжаешь, я ей звонила в 4 утра, говорила, вы сбились, я еду сейчас. Вот. Так что, ну, также лягу в патологию там, за денечек. Друзья, хотела поделиться с вами прайсом одного из очень известных, уважаемых мест для родов в Москве. Это НИИ Кулакова, возможно, многие знают. Речь о платных родах. Вот. Есть такая программа, как «Роды в радость». Это когда роды принимает дежурная бригада без конкретного врача, с которым вы заранее договаривались. И такая радость стоит 60 тысяч рублей. Это вот пакет. Написано, что входит в это. Можете вот тут ознакомиться. И есть такая штука, когда у тебя индивидуальный врач. Индивидуальный врач, вот, список огромный, персональный пакет, VIP-врач с 32-й недели заключается. Это когда ты прикреплен к конкретному врачу, с которым можешь держать связь до, во время и, наверное, после. Вот, есть категория А, 130 тысяч, не так много здесь врачей, в зависимости от квалификации, видимо. Категория Б, вот, обведена 110 тысяч, наиболее, наверное, оптимальная, и здесь очень большой выбор. Остается выбрать только исходя из своих потребностей, знакомств. И категория С, 85 тысяч. И, конечно, масса всего дополнительных плюшек, за которые необходимо доплатить. Вот такие вот цены. В среднем это средний такой ценник по Москве. Если брать другие места и платные роды, плюс-минус будет такая же цена. И есть, конечно, несколько мест гораздо дороже, но с этим можно ознакомиться всегда в интернете. Энергии больше становится или меньше становится во время всех этих беременностей? Это интересно. В первую беременность вообще не понимала, что я беременная. Только в момент тогда, когда там, к примеру, сидишь на работе, там, стоишь на работе, кто-то тебя зовет, ты резко поворачиваешься, сгребаешь пузом все со стола, да, тогда ты наконец понимаешь, да, все-таки я беременная, нужно немножечко поаккуратнее. Вторую беременность мне не хотелось ничего. Я хотела, чтобы от меня все отстали, лежать просто вот так вот и смотреть каких-нибудь друзей, к примеру. Третью беременность сейчас, меня спрашивают, ты как? Я говорю, огонь. Вот пока честно, еще, вот да, огонь. да. Ну, пока Пока еще, да. Я поэтому и смотрю на вас, думаю, господи, опять Я эта просто музыка. в этот раз, например, гораздо больше сплю, и у меня вот запас энергии, он, знаешь, вот такой вот просто там
полежать. И вот так вот первый год с первым ребенком и со вторым, вот этот вот самый сложный, как многие признают. Многие считают, что это сложнее, чем роды. Вот для тебя это как? Первые года с детьми это было, конечно, поинтереснее, чем роды, потому что роды это пару часов и все, а это в течение года вся эта красота продолжается. Спасибо моему старшему ребенку за то, что он спал ночью по 6 часов. Я его кормила вечером, перекладывала в кроватку. И спасибо, у меня было 6 часов, чтобы поспать. С моей принцессой такое не прокатило. Каждые 1,5 часа я должна была выдавать грудное вскармливание, то есть никаких бутылочек, воду не пили, ничего не пили. И я, конечно, приняла для себя решение, что я все-таки хочу спать, я не хочу быть зомби, и она у меня лежала всегда рядышком. То есть как только она я сразу... Все, и у меня есть там 15 минут там, вынуть и дальше спать. И вот если с первым ребенком я чувствовала себя огонь, со вторым это, конечно, был трэш. Потому что у нас там начались ГКП, все эти подготовительные в садик, и вот с этим ребенком туда, с этой коляской обратно, еще зима там наступает дальше, коляска не проезжает. Если сейчас, конечно, дороги чистят и прекрасно, то раньше это было, конечно, просто квест отвезти ребенка в садик. Сейчас намного проще все, слава богу. Возможно, ты об этом думала тоже, уже не совсем про беременность, но поскольку ты в ожидании второго малыша, есть ли какие-то вещи, может быть, ошибки, которых ты постараешься не повторить уже со вторым ребенком? Думала ли ты об этом в воспитании? Давай я тебе помогу, может быть, опять же скажу про себя, может, у тебя мысли какие-то возникнут. Я, например, 2 вещи очень сильно постараюсь. Это сладкое. Я очень злоупотребляла рано с первым ребенком сладкое. И второе – это режим. Наступил какой-то момент, когда я на него просто забила. Ну, то есть я решила, вот, когда хочет, тогда ест. Когда хочет, тогда спит. Когда хочет, тогда там гуляет. И, я пожинаю плоды и того, и другого, не самые хорошие. Насчет режима мне сложно говорить. Я бы, наверное, хотела бы его даже сейчас ребенку как-то сделать, но не получается. Он вообще ничего не ест у меня практически. То есть мне накормить его уже счастье. Там, он съел тарелку супа, слава богу. А бывает такое, что его просто не усадить за стол и не накормить. Он до сих пор будет хорошо есть, если я буду кормить его с ложки. Но ему уже 4 года скоро. То есть я тоже не хочу вот этого ложечку за маму, ложечку за папу. Это же может бесконечно продолжаться. Я вообще большой противник этого. И, конечно, я бы очень хотела, чтобы второй ребенок ел хорошо, ел сам. Я бы, конечно, очень хотела, чтобы ребенок спал в кроватке. Но с грудным вскармливанием я понимаю, что это очень сложно. И тут мне гораздо важнее мое спокойствие как мамы, потому что ей лучше высыпаться, а не постоянно вставать там ночью к этой кроватке. С грудью гораздо проще, да. Все спят и все счастливы ночью. Я думаю, ты понимаешь, да? И с перелетами также, если куда-то ехать, лететь, мне кажется, это гораздо проще. Да, поэтому насчет сна я, наверное, оставлю все как есть. Хоть бы мне и хотелось, да, с самого начала приучить, чтобы она спала в своей кроватке, и так проще. У меня сестра так делает, но нет. Расскажи, во-первых, почему ты решила рожать в Майами? Вкратце. Как вы пришли к этому? Зима в России такое, тем более беременна хотелось в тепле, а в Майами зима как раз самая классная погода, не такая жаркая, не безумная жара, комфортная достаточно. И поняли, что все совпадает, плюс у меня мужа он занимается и его сбором зимой, практически всю зиму, то есть он бы со мной и так не смог бы выехать. Вот. И все совпало, и поняли, что классно. Просто была такая еще сумма, как бы на руках, что ее не вложишь особо никуда, и квартиру, естественно, не купишь, и даже машину не купишь. Поэтому, а чего бы нет, раз есть такая возможность. По поводу суммы, во сколько тебе это обошлось? Для того, чтобы понимать. Самый популярный вопрос. Да. Мне все вместе, от и до с билетами, с визами, мы все посчитали, подбили, с тратами на сами роды, на проживание, на транспорт, соответственно, аренду машины, тоже без машины вообще нереально, на еду, ушло 1 300 000. Это за чуть больше 2 месяцев. Я там должна была остаться дольше, но за всей этой ситуации нам нужно убежать оттуда. Я знаю, что это у тебя первый опыт, сравнивать, наверное, сложно, но все-таки есть ли что-то уже сейчас по прошествию времени, то, что ты вспоминаешь, то, что тебя действительно удивило, вот запомнилось очень, может, ты потом с девочками разговаривала здесь, то, чего у нас нет, вот вообще в родах в Штатах? Там, конечно, нет индивидуального подхода. Если вы хотите, чтобы вас там было узнали, как наши, грубо говоря, латные там пренатально или в ЕМС, то там такого не будет. Даже за деньги?
То есть... Она даже на деньги. Ну, посмотрите, там даже Самойлова отражала мне там в сторис за шторкой, грубо говоря, никакой личной палаты, со шторкой там, пока там, ну, то есть, ты поступаешь в госпиталь, тебя пока осматривают, ты можешь быть за шторкой, там у тебя могут быть еще другие роженицы, которые также подготавливают кислород. Потом ты уже приезжаешь в грудовую, конечно, ты там одна, и там все американцы, так, то есть у нас, как у нас, что там 4 человека, нету, там по двое максимум может быть, ну, редко. Ну а купить эту возможность можно? Купить? Нет? Даже за большой... Возможность видеть палаты нету, то есть их там просто нету, и палат, только кем будешь, понимаешь? Слушай, а диета, вот это вот все знают и удивляются всегда, у нас же строго, да, родил, там, вот это не ешь, что не ешь, и вот эти сторис, я всегда смотрю, когда там тебе принесли чуть ли не картошку фри уже, да, сразу же. Ну, то есть, как бы диеты как таковой, в принципе, нет, да, ешь? Нет. В Америке считают, что мама должна быть счастлива. Если мама счастлива от того, что она ест бургер, она должна есть бургер. Вообще никаких запретов, ты кормишь, ты должна правильно питаться, ну, вернее, ты должна есть. Ну, единственное, что советуют, не ешьте ничего нового, что вы не ели до родов. Мало ли как ваш организм отреагирует. А так вообще никаких запретов. Вообще, ну, это очень здорово. У меня там огромное меню. Я выбираю по меню там из этих паст, лазаньи, бургеров и так далее. Ну и вообще ни один день у нас не было проблем. Может быть, не произошло, может быть, это совпадение. Но просто я очень люблю поесть. Мне, конечно, не видно, но я правда наслаждаюсь едой, люблю вкусную еду. И для меня это было бы прекрасно, если бы я сидела на гречке, там, курице, воде, и не знаю, что там еще можно. Правда, что очень любят кесарево делать часто или нет? Я этого не заметила. Что они очень любят, так это эпидуралку. Не то, что они ее любят, это у них прям обязательная статья. Некоторые доктора, слава богу, мой был не такой, они типа отказываются принимать роды без эпидуралки. То есть они говорят, нет, нужна эпидуралка. Вот, это есть. И, соответственно, когда я родила, и меня там, ну, всегда обслуживают, там, медсестры, нянечки, все они, когда они узнавали в моей карте, видели, что я эпидурально родила, они такие, типа, crazy Russians просто, они в шоке были. Еще я помню, меня удивило тогда по поводу имени, что нужно уже родив точно знать, как ты называешь ребенка. Вот это вот что за история? К тебе приходит социальный сотрудник на второй или на первый день после родов, и ты заполняешь бумажки, эти бумажки отправляются в какой-то типа концепт у нас, и через 2 дня после родов ты уже можешь научиться месяц там приехать туда. Соответственно, да, ты должна уже знать имя. Прививки, я, насколько знаю, очень строго в США с прививками и при иммиграции, и при переезде, что дети и взрослые они должны быть привиты. Такой спорный вопрос у нас, ты сама знаешь. Там с этим есть какой-то регламент, что это вот строго нужно или нет? Ну, слушай, наши мамочки, многие отказывались. Кто не хотел ставить, можно там отказ, подписать документы, что ты отказываешься. Я подписала документы, что я отказываюсь себе ставить от гриппа, ребенку ставить от гриппа. При рождении там не ставят БЦЖ, как у нас от туберкулеза, потому что там нету такой ситуации с туберкулезом, как у нас. Там ставят только гепатит В и витамин К против всяких гипертечений, я не очень, кстати, я как бы ничего не агитирую, но у нас просто еще не везде ставят, но уже начинают, я там прям так ставят. Слушай, ну и последний вопрос. Ты родила только в феврале, у тебя сейчас идет 1-й год, такой еще сложный, да, вот эта вся история с коронавирусом, да, ограничений много. Как ты себя вообще ощущаешь в роли мамы? Как это вообще тебя изменило? Как ты проживаешь этот первый, для многих очень сложный год? Честно, я благодарна коронавирусу. Потому что мой муж в отпуске 3 месяца фактически, и эти 3 месяца мы прям реально насладились, потому что когда он был совсем маленький, было не так проблемно, у него и сон был лучше, и мы прям вот наслаждались втроем, было очень здорово. Там в нашей квартире, сейчас, конечно, мне пришлось еще ехать за мужем, и я тут, конечно, и одна, и бывает сложновато, но в целом, может, как бы и с ребенком повезло. Нам сейчас не так сложно, мы его сейчас научили спать самостоятельно, уже положишь, он сам спит, как бы это тоже кайф. Не знаю, я, наверное, пока так прекрасно чувствую, что это бывает сложно, но это больше, наверное, накопленная какая-то история, там, я не знаю, плохой день, плохой сон, что-то не клеится, капризный, но он тоже, живой человек, настроение разное бывает. А так, в целом, я прям счастлива и вообще, не знаю, как не понимаю уже, что его когда-то у нас не было, мне кажется, всегда у нас было такой клёвый вообще. Ну,
Ну все тогда. Пока-пока. Давай, тебе тоже держись, давай, все получится. Спасибо.